Как можно сварить вкусный, красный, я бы даже сказала рубиновый, наваристый и такой великолепный борщ всего в 2-литровой кастрюле? Попробуем воплотить. Если вы не кушаете мясо и сливочное масло, просто пропустите этот этап. Борщ получится очень вкусным и ароматным и без мяса. А пока ставлю кастрюлю, беру 2 куриных бедрышка без костей. Я их вымыла, заливаю холодной водой и ставлю варить. Минут 20 им хватит. Кстати, напишите в комментариях, вы чаще готовите мясные супы или предпочитаете легкие овощные варианты. Пока нарежу репчатый лук соломкой. Выберу сегодня этот вид нарезки. На сковородку наливаю растительное масло и убираю туда лук. Сковородка горячая, постоянно помешивайте. Горячее масло запечатывает вкус и цвет внутри. У меня половинка моркови и половинка корня сельдерея. Добавляю их сюда же. Сельдерей не обязательный компонент, но когда сезон овощей, хочется, чтобы блюдо играло большими вкусами. Натираю коренья на корейской терке, чтобы получилась соломка. Огонь не уменьшаю, помешивайте. Нарежу половинку сладкого перца соломкой и отправляю его в зажарку. Готовлю перец с овощами еще 2 минуты и убираю с огня. Курица закипела, снимаю пенку, солю, добавляю перец, душистый горошком и зерна кориандра. Секрет глубокого аромата в том, что целые сухие специи медленно отдают эфирные масла в горячем бульоне. Уменьшаю огонь, накрываю крышкой и пусть варится. У меня здесь молодая свекла. Хорошо все помыла. Нарезаю ботву, ее тоже положу в борщ, а корнеплод очищаю и натираю на корейской терке. Прошло минут 20. Достаю мясо из бульона. Нарезаю одну небольшую картошку некрупным кубиком и кидаю ее в бульон. Она будет вариться минут 10. Теперь свекла. Ставлю сотейник на плиту. Включаю сильный огонь, добавляю смесь растительного и сливочного масла, высыпаю свеклу и ботву. Огонь не уменьшаю, мешаю на сильном огне. Дальше все ингредиенты лучше подготовить заранее, потому что свеклу без присмотра не рекомендую оставлять. Добавляю уксус и томатную пасту. Кислота из уксуса и высокая температура нагрева запечатывает природный цвет. Продолжайте мешать на сильном огне. Добавляю сюда грамм 100 воды. Мешаю пару минут и отставляю с огня. Свекла закарамелизировалась, вкусы запечатались, томат прогрелся хорошо. Хочу сказать огромное спасибо за ваши теплые слова в комментариях. Мне очень приятно. Курица почти остыла. Разбираю ее при помощи 2 вилок. Нарежу свежую капусту. Картошка дошла до полуготовности. Засыпаю капусту и лавровый лист. Капуста еще не поздних сортов, поэтому даю ей на плите провариться не больше 5 минут, тем более, что нарезана она не крупно. Дальше засыпаю лук с морковью и свеклу. Соль, сахар, довожу до вкуса, но не спешите, здесь еще не все. Нарезанная петрушка с укропом, выдавленный через пресс чеснок и отварные кусочки курицы. Перемешиваю, еще раз довожу до вкуса. Пусть он будет насыщенным, а завтра, как вы знаете, борщ заиграет новыми красками. Наш борщ выглядит потрясающе, пахнет просто великолепно. Посмотрите, какой яркий цвет даже после того, как он постоял пару часов. Можно подавать к столу и пробовать. Напишите, с чем будете кушать этот вкусный борщ. Интересно, кто с чем любит, а я
и другие зрители почитаем. А еще напишите, что добавляете для особого акцента в борщ, что делает его для вас неповторимым. Спасибо и приятного аппетита!